Итак, друзья, всем огромный привет! Я очень рад видеть вас на своем канале. Значит, сегодня 25 декабря. Да, 25 декабря. Я вот решил немножечко проветрить свои старые кости. Вот. Вообще я хотел вчера выехать. Вчера в так называемый Heiligabend, или там в русском варианте Святую Ночь, в день, вернее, в ночь перед Рождеством Христовым. Вот, и проехаться по городу. Вот, но погода была вообще отвратительная. Весь день лил дождь, и поэтому я не стал выезжать. А сегодня вот ничего. Сегодня, слава богу, ну, показывает 9 градусов. Вот, снега нет. И появилось синее небо. Елки-палки, я уже так давно не видел неба. Вот. Мы сейчас немножко прокатимся по городу, и я хотел поделиться с вами какими-то новостями, планами на будущее, ну и так немножечко поболтаем о том, о сём. Темные улицы тянут меня к себе. Я люблю этот город как женщину Икс. На улицах люди, и каждый идет один. Я закрываю дверь, я иду вниз. Я знаю, что здесь пройдет моя жизнь, жизнь в стеклах витрин. Я растворяюсь в стеклах витрин, жизнь в стеклах витрин. Так, это вот здание администрации. Вот самое большое у нас в городе. Здесь сидят чиновники-дармоеды. Вот. Так, это вот тут железнодорожный вокзал. Вот. Кстати, пользуясь случаем, поздравлю всех, значит, всех христиан, которые отмечают Рождество именно сегодня по григорианскому календарю. Ну, это почти все деноминации христианские, кроме, наверное, православных. Вот, кстати говоря, православные тоже отмечают 25 декабря, кто не знает. Именно 25 декабря, но они используют юлианский календарь, старый, который не подвергся реформе. Вот, насколько я знаю, за 128 лет отстает на один день. Вот, от, значит, астрономического календаря. Вот Солнце проходит один круг, вернее, Земля вокруг Солнца проходит один круг, и, значит, вот за 128 лет набирается один день. Вот, и поэтому уже где-то в 16 веке Папа Римский Григорий, по-моему, 16-й, вот, он решил провести реформу, чтобы именно вот связано это с праздником Рождества Христова. Значит, Рождество Христово неизвестно, когда было вообще-то. Именно день Рождества Христова, он неизвестен. Вот, но известно точно, что это не 25 декабря. Это совершенно определенно. Скорее всего, это где-то октябрь месяц. Октябрь месяц или конец сентября. 3-6 лет до Рождества Христова. Вот. И год тоже установлен неверно. Об этом, в принципе, все знают. Вот. И потом выяснилось-то, что календарь постоянно отстает. И вот это солнцеворот, получается, уходит вперед. И, в общем-то, католическая церковь решила подвинуть быстренько календарь к этой астрономической дате. Вот эта поправка составила, по-моему, 13 дней. Вот, и они развернули календарь на 13 дней, вернули, чтобы совпадало, значит, вот этот праздник Солнцеворот приходился на 25 декабря. Вот, православные возмутились, сказали, мы ничего не будем менять. Кстати говоря, 7 января, это не 7 января в православном взгляде, это как раз 25 декабря, только по тому старому стилю. Вот, но тут получается еще больше путаницы, потому что все-то живут, в принципе, по григорианскому стилю. Получается, что Рождество отмечают православные не
25 декабря, а 7 января по Григорианскому. В общем, получается двойная какая-то путаница. Вот. Ну, в общем-то, я это просто к тому, что, пользуясь случаем, так немножко с вами поговорил на эту тему. И вот я иду, и рядом со мной идут. Я смотрю на них, мне кажется, это дом мод. Похоже, что прошлой ночью был звездопад, но звезды, как камни, упали в наш огород. В прошлом видео я говорил о том, что мы планировали весной, это значит в начале лета, с моим сыном, с Даником, на 2 мотоциклах на Африке и на Туареге отправиться в путешествие. Вот. Но мой сын решил поменять место работы, и, в общем-то, на сегодняшний день он подписал уже контракт. И получается, что с апреля месяца, поедем сюда, с апреля месяца он начинает работать, в общем, на новом месте, что, соответственно, скорее всего, получится так, что он не сможет взять отпуск. Вот. А если он не сможет взять отпуск, то, скорее всего, я в свое путешествие поеду один. Планирую я, значит, на июнь месяц, как и обычно я это делаю. И это будет, ну, сначала Греция, а потом Турция. Вот, прямо я ни разу не ездил. Ну-ка, сейчас попробую проехать. Так, вот. Тут знак стоп вообще-то стоит. Но это со Швейцарии, они всегда так ездят. Вот. И в прошлый раз я говорил там о всемирном потопе. Вот. И сейчас, значит, главной целью моего путешествия будет что? Будет поиск так называемых следов допотопной цивилизации. Да, я название еще не придумал, как и что. Вот. Но я отыскал там множество следов допотопной цивилизации. И вот думаю, что мы отправимся на поиски. Вот, а следов осталось очень-очень много. Еще один дом, и ты увидишь меня. Искры моей сигареты летят в темноту. Ты сегодня будешь королевой огня. Я знаю, что здесь пройдет моя жизнь, жизнь в стеклах витрин. Я растворяюсь в стеклах витрин, жизнь в стеклах витрин. Все дело в том, что вот есть такая хорошая поговорка, да, значит, Дарвин и все его последователи говорят о том, что когда-то обезьянообразный человек сидел на дереве, и вот он слез, нашел там палку-копалку, какой-то камушек острый, и вот постепенно он оказался там, где сейчас мы находимся. А Священное Писание как раз говорит обратное, что божественный человек, обладающий просто, ну, феноменальными способностями, вот, он постепенно, короче говоря, деградировал и вот залез на дерево. И теперь вот он сидит на дереве, и это тот мир, где мы сейчас находимся. Вот. И доказательство этому такое косвенное, ну даже нет. Вот. И доказательство этому та самая допотопная цивилизация. Вот. Я думаю, что если Бог даст, все получится, и я доберусь до этого, до этих вот памятников, вот, я думаю, там может будет как-то чувствоваться это по-другому.
граница нашего городка. Вот и уже здесь начинается Швейцария. Вот, так что вот так. Вот, я еще раз хочу сказать, что каждый из нас имеет свое собственное мнение, свое собственное суждение на основании, я не знаю, науки, веры, чего угодно. Вот, это, я считаю, что это так и должно быть. Вот, поэтому не стоит спорить на эту тему. Можно, конечно, там поговорить о том, о сём. Вот, но доказывать и переубеждать, вот, ни я не хочу никого, вот, и не хочу, чтобы то же самое делали в мой адрес. Вот, поэтому что еще? Ну, вот сейчас проедем еще немножко вперед и будем, в общем-то, возвращаться в сторону дома. Вот она, Луна. Вот здесь русский магазин. Вот, Сибирь называется. Вот он. Я знаю, что здесь пройдет моя жизнь, жизнь в стеклах витрин. Я растворяюсь в стеклах витрин, жизнь в стеклах витрин. Да, и совсем забыл поздравить вас еще с одним замечательным праздником, с наступающим Новым годом. Да, уже совсем вот осталось тут несколько дней, и будет Новый год. Быть может, если погода позволит, то в Новый год я тоже прокачусь немножечко, так прокачусь и, так сказать, открою сезон. Хотя я его и не закрывал. Вот. Всем удачи, любви, счастья, здоровья. До встречи, друзья!